Привет, друзья! Мун Ли родилась 14 февраля 1965 года в Гонконге. Она удивительно атлетична и изящна. И ее свирепость, желание идти до конца и принцип никогда не сдаваться, который она приносит в своей роли, заставляют замирать сердце. В поединках Мун также часто получает удары, как и наносит их. К концу фильма зачастую вся избита и в синяках, но никогда не побеждена. После того, как она закончила школу, Мун поступила на телестудию и дебютировала в сериале «Любовь на земле». Затем продолжила сниматься во множестве сериалов начала 80-х. Ее дебют на большом экране произошел в 1981 году в легкой комедии «К господину с любовью». Позднее, в 1983 году, пришла ее первая значительная роль в одном из самых важных фильмов в гонконгской истории. Это «Воины с волшебной горы». Здесь Мун играет одного из телохранителей Бриджит Лин и отправляется с Юэнем Бяо и Маном Хоем на битву со злом, вырвавшимся на свободу. Хотя она на самом деле не задействована в экшне, и ее меняющееся то жестокое, то нежное поведение на экране было ясным намеком на будущее. Также важен для ее карьеры был тот факт, что ей довелось дружиться с Юэнем Бяо и Само Хунгом. Она продолжила работать на телевидении и начала принимать участие в боевых сценах на регулярной основе в сериале «Пьяный кулачный бокс». И, наконец, в 1988 году вышел фильм «Ангел». Это был сенсационный успех, и Мун вместе со своей экранной напарницей Юкари Ашимой начали свой путь к славе звезд боевиков. Мун обучалась балету и современному танцу, но вдобавок она также изучала кунг-фу под началом известного мастера Цу Сиуминга. Поэтому она была выбрана на роль одной из ангелов Чарли в этом фильме, и сцены ее поединков были невероятны и жестоки, в частности последний против Юкари Ашимы. Далее Мун снялась примерно в 25 боевиках. Она пережила множество физических проблем и исполняла крайне опасные трюки. В «Охотниках на дьявола» взрыв был плохо спланирован, и в итоге получившей многочисленные ожоги Мун пришлось провести несколько месяцев в больнице. В фатальном завершении есть сцена, где ей пришлось прыгать на лобовое стекло, на котором она повисла ради спасения жизни дочери. Мун Ли обладает большим мужеством. В 90-х эпоха боевиков пошла на спад. Бюджеты стали еще меньше, и часто съемки проходили на Филиппинах. Мун была так связана с этим жанром, что для нее оказалось невозможно получить драматические роли. Последний фильм «Маленькие герои, потерянные в Китае» вышел в 1995 году. Фильм был больше сфокусирован на детском кунг-фу, и Мун решила уйти из мира кино. Она вернулась к своей прежней любви и преподает искусство танца, а иногда и появляется в телесериалах. Желаем успехов этой красивой и мужественной женщине. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.